做，就给你一个终身难忘的教训。兽神是想撕毁和平协约。森林还有能够受逆天一跪的存在。来无恙。 Дитянь напал на Академию Шрека, даже старейшина Сюань не смог ничего сделать. Мы рассмотрим, как во время битвы Хуи-Хао и Дитяня сама Империя Солнца и Луны оборачивается против бога зверей. Джун Ливу ранит Дитяня своим кровавым копьем, а Хуи-Хао начинает осознавать возможности своей новой силы, а именно титулованного. Старейшина Сюань почти победил Дитяня, используя силу родословной Таоте. Однако Дитянь позаимствовал силу Серебряного Короля Драконов и сумел подавить его. Именно тогда появился Хуи-Хао, достигший 90-го ранга. Он сумел остановить несколько атак Дитяня и постепенно заманил его к лагерю Империи Солнца и Луны. Столкновение двух сильнейших породило огромные темно-синие ураганы, которые начали уничтожать лагерь. Все инженеры духовных инструментов в панике влили духовную силу в защитные системы, понимая, что если ураганы прорвутся внутрь, никто не выживет. Сам Хуи-Хао после столкновения едва держался на ногах. Все его тело дрожало, а взглянув на Дитяня, он впервые почувствовал страх. После прорыва Хуи-Хао понял, что объем его духовной силы уже сравним с трансцендентным титулованным 97-98 ранга. Его абсолютный лед полностью слился с духовной силой, а броня ледяного бога войны сделала его сильнее любого обычного трансцендентного титулованного. Но даже так, до уровня Дитяня, ему было еще очень далеко. Переводя дыхание, он поднял кинжал утренней росы и направил в него духовную силу. В этот момент Хуи-Хао впервые понял, если бы не броня ледяного бога войны, предыдущая атака Дитяня наверняка убила бы его. В этот момент два объединенных защитных барьера Империи Солнца и Луны были уничтожены, а две зоны размещения духовных инструментов накрыли ураганы. В каждой из них находилось около 50 тысяч солдат, инженеры и огромное количество ценного вооружения. Лишь остальные барьеры смогли удержать разрушительную силу. Хуи-Хао удивился, почему Дитянь не продолжает атаку. В этот момент из лагеря поднялся тонкий темно-красный луч, который начал поглощать души погибших солдат. Вскоре он превратился в огромное кровавое копье. Даже Дитянь насторожился, а Хуи-Хао сразу понял, это оружие создано специально для убийства бога зверей. Одновременно скрывавшаяся в центре лагеря Цюцзы холодно приказала: «Легион Огненный Феникс, открыть полный огонь, все атаки сосредоточить на Дитяне». Сотни лучей духовных инструментов устремились в небо. Все из Академии Шрек были потрясены. Никто не ожидал, что Империя Солнца и Луны сама нападет на бога зверей. Но настоящая причина была известна только Цюцзе. Она вовсе не хотела помогать уничтожить Академию Шрека. После того, как Хуи-Хао вернул ей сына, месть перестала быть главным смыслом ее жизни. Теперь для нее существовали лишь два самых дорогих человека – ее сын и сам Хуи-Хао. Увидев, как Дитянь пытается убить Хуи-Хао, она, не колеблясь, приказала атаковать бога зверей. Никто не понял ее истинных мотивов, решив, что она просто действует по заранее согласованному плану с Джун Ливу. Дитянь создал перед собой черный защитный барьер, но тот смог сдержать атаку лишь на несколько мгновений. Осознав настоящую мощь объединенных духовных инструментов, он был вынужден использовать пространственное перемещение. Впервые Дитянь понял, насколько далеко человечество продвинулось в создании духовного оружия. По сравнению с этими машинами, все, что он видел раньше, казалось ничтожным. Он даже осознал, что теперь Великий Звездный Лес находится под реальной угрозой. Тем временем Хуи-Хао воспользовался шансом. Он немедленно покинул поле боя, передал всем через духовное обнаружение приказ возвращаться в город и скрылся за пределами лагеря. Для него это была огромная победа. С помощью самого Дитяня ему удалось практически без собственных усилий уничтожить две зоны размещения духовных инструментов, примерно 10-ю часть всей армии Империи Солнца и Луны. Дитянь продолжал стремительно уклоняться от обстрела, а затем поднял меч темного дракона. В этот момент все небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Попытавшись разорвать пространство и уйти, он с удивлением обнаружил, что все вокруг уже запечатано. Одновременно объединенные наступательные духовные инструменты вновь открыли по нему огонь. Несмотря на это, Дитянь одним взмахом меча уничтожил большую часть атак.
однако оставшиеся все же достигли цели. Позади него появились черное солнце и пурпурная луна, а его глаза вспыхнули золотым светом. Бог зверей пришел в настоящую ярость. Но именно тогда кровавое копье внезапно пронзило его грудь. Еще до удара Дитяня полностью окружило кровавое море, лишив возможности двигаться. Он сразу понял, что именно эта техника запечатала пространство, однако было уже поздно. Пока он отражал атаки духовных инструментов, копье застало его врасплох. Хотя тело Дитяня было прочнее любого редкого металла, удар оказался настолько мощным, что он невольно вскрикнул от боли. Он разрубил копье, но его наконечник остался внутри тела, а тысячи мстительных душ начали разъедать его изнутри. К этому моменту объединенные духовные инструменты прекратили огонь из-за перегрева, однако свою задачу они уже выполнили. Главный урон нанес именно кровавый артефакт. В ярости Дитянь обрушил меч темного дракона на лагерь Империи Солнца и Луны. Кровавое море взорвалось, был уничтожен еще один защитный барьер, а огромная волна меча устремилась к одной из палаток. Из нее тут же вырвался кровавый свет и остановил атаку. Именно там находились 12 злых мастеров духа. После столкновения 4 из них выплюнули кровь, а даже лицо Джун Ли Ву заметно побледнело. Дитянь вновь рассек кровавое море, сумел найти крошечную пространственную трещину и исчез. Не сумев найти его, кровавое море вскоре рассеялось. Джун Ли Ву недовольно произнес: «Неужели он все-таки сбежал?» Затем сразу приказал: «Копье должно было тяжело ранить его. Все за мной. Отправляемся в Великий Звездный лес и добьем Дитяня». На самом деле даже 12 злых мастеров не смогли бы победить бога зверей своей силой. Они вложили в копье ненависть 10 погибших солдат, благодаря чему смогли запечатать пространство и тяжело ранить Дитяня. Хотя копье не пробило его насквозь, его наконечник продолжал разрушать тело изнутри. Именно поэтому Джун Ли Ву был уверен, что сейчас появился лучший шанс убить бога зверей. Если бы это удалось, Церковь Святого Духа стала бы сильнейшей организацией мира. Убедившись, что Дитянь ушел, Хо Юхао, старейшина Сюань и остальные, наконец, облегченно вздохнули. Однако, когда Хо Юхао снял забрало брони ледяного бога войны, Сюаньзы увидел, что его лицо стало смертельно бледным. В следующую секунду Хо Юхао выплюнул кровь и едва не потерял сознание. Старейшина Сюань успел поддержать его и сразу приказал возвращаться в город. Для всех участников эта битва стала настоящим кошмаром. Они впервые увидели истинную мощь Империи Солнца и Луны. Даже Дитянь был вынужден отступить под огнем объединенных духовных инструментов, а Церковь Святого Духа смогла нанести ему тяжелое ранение. После увиденного никто уже не радовался победе. Все понимали, насколько опасным стал их враг. Вернувшись в павильон бога моря, Хо Юхао опустился на колени перед золотым древом. «Учитель, спасибо вам. Я, наконец, сформировал второе ядро души. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы защитить город Шрека и остановить Империю Солнца и Луны». Старейшина Сюань спросил о состоянии Хо Юхао, на что тот ответил: «Со мной все в порядке. После удара Дитяня я лишь немного ослаб, но моя способность к восстановлению стала намного сильнее, поэтому я быстро поправлюсь». Сюаньзе улыбнулся. «Поздравляю. Теперь ты вполне можешь стать сильнейшим мастером Академии Шрек. Возможно, однажды ты даже сможешь бросить вызов самому Дитяню». Какие эпичные события нас ждут. Спасибо большое за просмотр и всем пока.